5, 4, 3, 2, 1. Здравствуйте всем, дорогие друзья. Всем привет. С вами, как всегда, я, Леха, и канал Hardplay. И это видео мы сейчас вот прямо вот на стриме, на поточке, да, вот. Я напоминаю еще раз всем, да. То, что вот здесь вот наш телеграм-канал, а внизу можно нажать кнопочку подписаться, потому что 31,5% не подписанных. Вас очень много новеньких. Вот не можешь нажать кнопку подписаться внизу, красная. Сделай красную, серый. Колокольчик там завтыкай. Вон, на тележечку подпишись. Рекламы нет. Только оповещения о стримах, обо всем. В общем, у меня есть претензия, жалоба. И я, скорее всего, на баттл буду вызывать Артема Вульфа. Я читаю ртом. Где наше видео с магазина, снятое до Нового года? Где? Я предлагаю пойти в комментарии к Артему Вульфу. Ну, конечно же, я поставлю лайк авансом. И написать ему, чтобы ему стыдно стало, написать «Где?». Понимаешь? Можно просто хэштег «Где?». Где наше видео? Артем! Где? У нас там такой шедевр был снят до Нового года. Все перейдите, подпишитесь на Артемку, ссылочку оставлю внизу в описании. Оставьте обязательно ему комментарий, напишите ему «Где?». Хватит это терпеть! Артем, где ролик? По идее, наш следующий, кстати, с ним ролик, да. Поехали. Кексы вкусные? Ля! Не, пахнут как неприятно. А сосиски хорошие. Я напоминаю, кто не знает, Артем Вульф — это человек, который ищет просрочку. Просрочку ищет везде, всегда. Он очень любит, когда просрочки много в магазинах. Да, на самом деле, внимательно следите за сроками годности. Травануться можно так, что потом 3 дня поноса и смерть. Все. Так что предельно аккуратно, внимательно. Ребят, смотрите, очень много развакумов всяких, завакумов. Мы с Артемкой походили, я столько всего нового узнал. Есть страшно стало теперь. Хорошие? Вы собираетесь тут все пробовать? Ну, понюхать. Ну, сначала Маска пробейте, прикольная, а кстати. потом Я все-таки хоть гринч. вкусайте. И сосиски как-то неприятно пахнут. И это неприятно Вы пахнет. пришли нам Рождество портить? Конечно, я же похититель Рождества. Так уже поздно, Рождество-то. А для нашего Рождества еще рано. Но я заранее прихожу. Что делать? Не нравится такой товар. Придется выкупать. Да бля! Обама! Вот они, мои дорогие. Здравия желаю, вы подпивасные мои ребята. Слышу голоса. 100% в танке играет. Уважение. Еще надо второй лайк куда-нибудь поставить. Нет, за такой товар нет желания платить. Да потому что задерживает очередь. Стоит он, маску напялил. Тут люди, водочки надо купить, там ПТ САУ уже ждет. Не ПТ, а САУ стоит уже. В кустах ждет уже. Мужики уже взвод создали. Все, стоишь со своим гринчем, развлекаешься. Сколько можно? Классная игра. Давай. Сейчас я позову. Ну, что делать-то? Идти мне? Будем ждать. Кого? Какого? Друзей? Санту-Клауса? Деда Мороза? Да, в форме. Деда Мороз в форме? Он всегда в форме. Ну что, домой идти или что? Ну, заплати. Так нет желания за такой товар платить, говорю же. Ну, как ты же взял? Так я взял понюхать. Я же не узнаю, понравится мне товар или нет, пока его не попробую. Ну, разбирайся с директором. Да, как где директор-то? Вот теперь проведи. Как ты его Ой. понюхал? Просто взял, поехал, и обратно. Ну, люди развлекаются, занят смыслом, нашли время. Сейчас бригада Быдло. приедет, объяснят, а он другой. А какая бригада приедет? Да Скорой я уж помощи. старый гринч, у меня проблемы со зрением. Могу не увидеть. Я думаю, они... Ага, бригада приедет и объяснит. Ну что, мне никто ничего не говорит, пошел это домой. А, бригада, подождите, скорой помощи, они зрение лечат. А, так бы сразу и Зачем я сказали. пойдет товар? Зачем меня задерживаете? Вот этот. Это кого вот это? А это, может, потом оплачу. Как можно? Ну вот так. Сейчас немножко подожди ты. Зачем вы мне ограничить свободу? Я хочу пока погулять по магазину. Где директор? Повар, что ли, вышел? А повар здесь при чем? Повар, какова твоя профессия? Не надо меня трогать руками, пожалуйста. Обнимать меня не надо. Я не люблю мужчин. Все, закрывают покупателей. О, как в этом, как он называется, Форт Бояр. Ту-т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 у
Ту-т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 у. 10 секунд, паспорту, закрывай решетку, выпускай, блядь, тигров. Время. Ты не успеешь уже, Андрей, давай назад. Кто не успел, как говорится, того сожрали. Поехали. А мужчину выпустить в подкат? В подкате надо. Вам что, заняться нечем, что ли? Да, Да я- пришли товар покупать. Сейчас к вам придем. Какое лицо надо снять? В смысле, это мое лицо. Вы мне кожу предлагаете снять с себя? Все. Закрыли покупателей. Все, не выпустите. Такая маска кринжовая, вообще жесть. Нормально, ладно, пойдет. Нет? Не выпусти покупателя. Директор сказал, вот директор, вот. А зачем же вы не выпускаете покупателя-то? Не пускаю. А зачем? Какое Мое право? право. Ограничить свободу? Пройдите туда. А зачем вы ограничиваете мою свободу передвижения? Пройдите туда, оплатите. Я еще раз спрашиваю, зачем вы ограничиваете мою свободу Я говорю, передвижения? пройдите туда, оплатите. Я еще раз спрашиваю, Понеслось добро, поехали. зачем вы ограничиваете мою свободу передвижения? Зачем вы уголовное преступление совершаете? Сейчас наряд приедет, разберется. Разрешение на съемку есть? Мне не нужно тебе разрешение. Вы имеете право снимать продукты, но не людей. А почему вы на А что, нельзя? Запрещено? Да, запрещено. Каким закон? Какой закон нарушаю? Общепринятый закон, да. Ну, это многое объясняет. Какой общепринятый? Расскажите мне, раз вы такая умная. Нет, ну раз вы такой невоспитанный, некультурный, то ради Откуда звук в ночи раздался? Не слышу. бога. Мы сейчас на улицу с вами выйдем. Раз на топорах зарубимся. Ой, да, можно на ножах? Я есть Грот. Старая история. Кстати, старые песни о главном, помнишь раньше? Золотой, бля, огонек. Понеслась ебатория. Молодец. Давай. Давай, выйдем на улицу, я согласен. Я согласен выйти. Открывай Давай, решетку, пойдем. одевай костюм Деда Мороза, го раз на раз. Похоже немножко. Давай сейчас. Вы, а не ты. Давайте, выйдем. Ты предлагаешь человеку на улицу выйти, Предлагаете. и при этом ты мне говоришь, что тебе на «вы» обращаться. Молодые люди, не снимайте нас, а то вы сейчас получите вместе с ними. Вы не имеете Фиксируем на видео. камеры, я сказала. Я запомню эти физиономии в следующий раз. Все. Телефон не трогай. Старек, черт. Ты как в Payday коробку на башку одень. Господи. Что такого-то, я не пойму. В магазинах на каждом 5 метров камеры стоят. Что происходит? В ТикТоке лазаем? Видимо, вы там бываете часто. Эти У меня там тиктоки нет. ваши. Телефон выдернуть хотел. Телефон выдернуть дед хотел. Вот этот? Дед, зачем мышцу чужой трогаешь? Дед, зачем ты мышцу чужой трогаешь? Посиди. Зачем? Молодой человек, я сейчас выйду, твою камеру разобьете. Я сейчас... Разбей. Ой, печеньки мою парь. О! Меня Печеньки не выпускают, полетели. Как же я уйду отсюда? Что ж не выпускают? А вот спроси. Ну, это многое объясняет. Себя в зеркале увидел, в отражении витрины? Я дебил, и зовут меня Кирилл. Та-та-та-ра-та-ра-та-да-да. Ну зачем болтать просто так? Я сейчас выйду, я сейчас разобью. Если что, Кирилл? Братик, извини, это просто песня такая была у Слепакова. Что, мясо хорошее? Да все, извини, ну что началось в чате-то? Ну все, ну извинился же. 3 раза уже. Нет. Ну все, одни Кириллы в чате. Да, куда? Тут ты-то куда? Женщина с ножом — это опасно. К женщине с ножом я подходить не буду, пожалуй. Наглые, вот честно, вот стоите и снимаете, а, ребят? Да фиксируем на видео, не снимаем. Че на коробкой закрылась, я не пойму. Вам заняться нечем, скажу, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Да, Маски, сними маску. Да ты вот эту маску одел, ты лицо твое сильно. так это моя кожа. Какая маска? Вы о чем? Правильно, с наступающим, да, согласен. Дураков по жизни много, а вы один из них. Вы себя со мной не путайте, не надо. Вот дед какой. Ограничивает свободу передвижения людей, пытается выхватить имущество и при этом еще что-то говорит. Директор магазина, какой же это дед? Директор магазина, да.
Это можно идти, получается? Нет, вам нет. Мне нельзя? Нет. Почему же? А, не успел. Не успел. Уже Ладно, почему пойдем в же магазин дождик обратно. капает по лужам? Еще раз. Да не трогай телефон! Прекрати! Снимешь? Отойди от меня. Я тебе говорю, Отойди от еще меня. раз снимешь? Отойди. Я тебе говорю, еще раз снимешь? Отойди. Он сам кидается. Ну зачем? Он вызвал наряд и все. И если не право, заберут. Ну что такой дурачок-то? Я сказал твоему. Дед, ты что трогаешь имущество чужое? Уйди Иди отсюда. гуляй, дед. Я тебя по голосу Дедушка, иди гуляй. Я по IP вычислю. Ты что творишь? Всем, что из ума выжил? Понравился мальчик, наверное. А спонсор данного выпуска – сервис по доставке цветов. Я думал, сервер! Я-то думал, сервер! Любимейшей игры World of Warcraft. Ой. Я знаете, почему тут стримов вот? Почему стал один стрим, а не два? Знаешь почему, Сережа? Потому что я в свободное время играю теперь в World of Warcraft. Ты меня скажешь, на официальных этих серверах? Да оно мне надо. Я перехожу по ссылке внизу в описании. Беру, короче, качаю 26 гигабайт. Скачал, а там мир World of Warcraft ждет тебя, там эти всякие альянсы, вот эти орда, там эти какие-то ренегаты, эти нехорошие люди всех гангают. Вот, в общем, заходишь, качаешь там и на X4, да, если что, держу в курсе. Заходи, пожалуйста, по ссылочке внизу в описании, качай игру, поддержи меня. Не хочешь — не играй, захочешь — играй. Все бесплатно. Сирус. Вот такой проект. Видал, как я? Красиво? Который, внимание, Ой, гений интеграции, гений. 40% на первый заказ. Да гений интеграции не ты, а я. 300, другалек. Сейчас бы цветочков бы, конечно, ну да. Хороший хаш. На секундочку, уже Новый год. Что это такое? Сегодня 28. А что такое хаш? Хаш. Холодец, что ли, какой-то? Чешо. Армянское какое-то блюдо, нет? У нас декабря. Сосисочки вот такие новогодние. Специально для Гринча оставили, наверное. Кексы с шоколадом. О, клинские сосиски простроченные. О, я сам в Клину вообще живу. Без маркировки вообще. Я бы вам, Гринч, посоветовал пиво за 90 рублей попробовать. Пиво? Ну Гринч не пьет пиво. Не советую. Не, ну пиво я открывать не буду, а то скажут, что Гринч алкаш какой-нибудь. А? Стрелочка. Стрелочка? Это выход? Это квест. Так, это проход, да, магазин дальше. И куда мы идем? Здесь служебное помещение. А это не магазин? Нет, это не магазин. А как понять? Страшно, очень страшно. Все, да? Это... Понять как? Это вот выйти сюда. Давайте. Все. А написано выход, и там табличка выход. Обманываете, получается. Что обманываете? Зачем вы обманываете? Это выход. Это запасной выход. Зачем вы обманываете? Ну, вообще, это реально запасной выход, через который может человек выйти, если что. Вообще, как бы. Но у нас, видите, как принято, что, к сожалению, этот выход вечно завален всякой хренью, коробками, и магазин считает, что вообще там людям делать нечего. Ну, поэтому такое. Ну, да ладно. Гринч любит игры перед Новым годом. А Гринч любит поебалку получать? Ну, попробуй. О, вот это молодец. Давай. Попробуй, что ты? Скройся отсюда, а! Быстро, блядь! Можешь ты скрыться. Тупорылый. Зачем ты себя так называешь? Я уже понял, что такой. О, догадался подержать дверь. А нет, не догадался. Опа. А ты чё дергаешься-то, а? А ты чё это хочешь-то? Так потому что ты агрессивно Ты себя чё ведешь. дергаешься, Ты я агрессивно себя ведешь, еще раз тебе говорю. Туда нельзя тебе заходить. Почему? Там стрелочка, там выход. Выход вот написан сзади тебя. Идиот, сюда нельзя заходить. А может быть ты, другалечек? Зачем ты так называешь, еще раз говорю. Тут выход написано. Ну зачем ты так называешь? Что дергаешь? Что агрессивно так на меня идет какой-то непонятный мужик, который меня обманывает, мне кажется. В лицо ручки свои тянь.
Ладно, не урчи. Сейчас разберемся. Выглядывает, видал, сидит. Ты давай, мать, прекращай это дурить. Опа. Тут с ножом меня уж поджидают. Овцы ебанутые. Ой-ой-ой-ой. С вами согласен. По-другому вас не назовешь. Ты овец ебаный. Добро полилось. Вы кого, сотрудника своего так называете? Тебя. Вы не сотрудника меня перепутали. Я здесь не работаю в этой помойке. Ну, это Добро. уже вы всяко хотите называете. У каждого свои игры. Какая прекрасная запеканочка. Запеканка рикотта. Мацони, Тима, Чешо. Тиме, Мацони, привет большой, кстати, хороший мальчик. Мне бы ее посмотреть. А может запеканку? Женщина? Или как вы там все называли? Нет продавца? Ну ладно. Пирожок жареный с картофелем. Какие прекрасные условия хранения. Это же холодильник, наверное. Это Гринч берет себе на заметочку. Ну где продавец? Запеканку хочет Гринч. Колбасу. Все Навально. Никого. Как интересно из яйца. Маркировка. А зачем? Все, что есть. Бери наугад называется. Может повезет, может нет. Половины нет просто. Это что такое? Что за свалка? Ни меня обслужить не могут, ни других покупателей. Покупатели тоже ходят и ждут. Пока Люба какая-то подойдет. А вот и лучик солнца. О! Опять блогер? Опять? Что? Опять? А что у вас случилось, ребят? Какие претензии? Здравствуйте. Здравствуйте. Товар, открыл его на кассе, в записи все есть, как говорится. Ну вы оплачивать будете, что вы пошел. открыли? Нет, подождите, я знаю. Вот он, мой хороший. Я знал, что он... По нему видно, что он такой притаился. Он, видишь, сейчас он... Вот один, молодец. Это подписчик Артемки по-любому. Видишь, он сразу, я знаю. Опа. В чем здесь ситуация? Опа. Эх! Да что ж такое, а? Такой аттракцион обломал. Просрочка? Да как так-то? Опа. Вот дата, вот срок снизу. Пишите заявление, товар испорчен. Снимать по 29 статье Конституции не имеет права. Еще пока что Если ваше лицо покажут системы СМИ, 152 статья, точка 1. Гражданского процессуального кодекса. Я их предупреждала. Если Тут это вам не там. Видал? Вот так вот. Вопросы есть, вопросов нет. Если что, эти статьи говорят, что можно наоборот Все фиксировать. правильно, все вы правильно сделали. О, как А давай 1 на 1. бывает. Тогда я вас попрошу вызвать участкового либо СОГ, чтобы оформить все это. Куда полез? Потому что тут еще много просроченного Куда? Положи печенье, вор! некачественного товара. Куда ты забираешь? Куда ты? Ты что толкаешь? Ты что толкаешь? Это просрочка. Смотри, что творит. Ворует. Да я посмотрю. Что ты там не трогаешь? Я хочу посмотреть. Сейчас еще раз он меня тронет, по 611 будете заявление принимать. Куда ты понимаешь? 611 будет произведено. Куда он меня толкает? Стой. Разошлись, хватит хайпом заниматься, а? Забрал товар. Куда мой купленный товар забрали? Забрал товар. Это мой купленный товар, у меня чек на него есть. Мое имущество забрал. Молодежь, хватит заниматься не очень Чем заниматься? правильными делами. Не очень правильные дела просрочку искать? Да просрочку, пожалуйста, ищите. Ну а в чем он мой купленный товар забрал из корзины? В чем неправильные дела? Сотрудник. Кого Что происходит? Провоцировать? Он у нас забирает товар, мы провоцируем? Серьезно? А что с броником? Подожди. А что приключилось с этим? А что с броником? Пробитие чешо было? Или он сломался? Я спрашиваю, какой сегодня? 28-е. А здесь какой написано? 28-е, тухлый товар. Нет. Ой, Мы имеем право торговать до Женщина. 12 часов ночи. О боже. Ну, устал броник. Пробитие у броника, в смысле, что, раньше? а он даже не понимает, что происходит. Там просрочка? Да, там просрочка. Я не знал, что там просрочка. Надо извиниться. Вы бы попросили бы вежливо. Так он не объясняет. Ну, кидаться-то тоже плохо. Ну, чего началось-то?
Продали просрочку, торгуете вы опять просроком. Ну сколько можно-то? Ну, прекратите. Я должен вам объяснять? Вот случай, вот, который вот сейчас. Вот это. Нет, Сейчас. монотонно говори. Зачем ты забираешь товар мой, купленный? Ну, там идет даже от того, что вы уже положили, это уже ваш пока товар. Вот. Согласен полностью. Куда ты руки тянешь? Ну прекрати, ты чё, старый, с ума сошел, что ли? Полностью. Куда ты руки тянешь? И на девочку еще. Зараза, блядь. Веди себя прилично, дед. Нажрался, веди себя прилично. 300 штраф, пожалуйста, оформите. Ты куда, дед? А? Дед, ты куда лезешь? С женой можешь обращаться. Понял, нет? Ты посмотри на него. Нажрался, веди себя прилично. Нажрался, иди домой. Понятно? Иди домой, гуляй. Понятно тебе? Иди. Тебя уже ждут, у тебя место уже, наверное, там забронировано, дед. Имеет право хамить, приходить. Нет? Как себя ведет? Снимать. Да, вы можете на них заявление писать, пожалуйста. Это ж тех ОВД доставлять. До октября 22-го. А вы-то чем развлекаетесь? Тоже оттуда же? Я снимаю неграмотных сотрудников, которые считают, что годен до 28-го исключительно. Да. Все Понятно. правильно. Ночью надо было снять 27-го. Да вы что? Да. Это только касается детского товара, чтобы вы знали. Ну ты, мать, первая, кто такое ляпает. А что, для взрослых это не товар, чешо? Или это не люди? Да что ты, черт побери, такое Это вообще откуда взято? Мне просто для себя интересно. несешь? Вам заняться нечем. А вам просто торговать просрочкой нечем. Нам О, просры. Мгм. Я говорю, вам заняться нечем. Вы просрочкой торгуете. Просры. Что? Вы сначала по-русски научитесь говорить. Ман, Руща, Яхшигаб Шаман. Да. Сектирал. Не знаю, что такое сектираус. Кутакбаш. Это мне в тот раз тоже ребята сказали. Мне другие ребята сказали, не говори так никогда. Да. Не знаю то, что вы произнесли. Я сказал, что я хорошо говорю по-русски на узбекском. Я вам сказал, куда вам идти, слышно, знать. Понятно. Это не кража, ничего. Вызывайте ОВД. Дело в том, Да. что Ты у меня спрашиваешь, ты директор магазина спрашиваешь, у меня просрочка это или нет? он, не оплачивая товар, хотел уйти. Это Я с товаром хотел идти? Минуточку, это заявление все равно, что у нас. я поняла. Сами понимаете. Что у вас происходит? Что за кипиш-то такой в магазине? Твою мать, блядь! Что у вас здесь происходит? Че все Изучают, орут-то, ну, визжат? понятно. Сами не знаю, как сроки годности считать на товаре на своем же. О, там еще нормально. Дед, куда руки-то тянешь? Понятно, что девушка молодая, она тебе отпор не даст. Кто тебе разрешает мой купленный товар трогать? Давай я твою куртку буду срывать. Тебе приятно будет? К девушке, к беззащитному человеку руки тянет. Согласен. Абсолютно беззащитная. Нашел на кого наезжать. Как это могло случиться? Подложили. 100%. У вас там такое еще на полке лежит. Мы сейчас будем снимать. Давайте посмотрим. Ну, хотя бы пошел снимать, между прочим. Молодец. Вот директор? Ну а зачем он сам? А кто вы знаете? Я тоже не понимаю. В то. Штраф. Вот что. Вы владелец магазина, да? Как могло случиться? Вы же владелец? Да. Позвоните 02. Погромче сделай. Давай сделай, мой хороший. Конечно, давай. Так, нормально, че не нормально? Мы унесли просрочку. Ну ладно. Да нет, уносить не будем. А куда он сейчас сделал ее? Он снимает. А, ну Но снимай. мне говорили, не слышно. Люди в метро едут. Ничего не слышно. Говорит, Лех, на максимум ставлю громкость. Я комментарии читаю, вы пишете. Да? Снимает просрочку. Все. Сейчас вот, да. Короче, что вы хотите? Мы ничего. Ну а в чем дело? Сейчас просроченный товар снимем и все. Ну мы сейчас вызовем полицию, оформим магазин, а дальше уже ничего больше не хотим. Вызывали сами? Нет. Они сказали, что вызвали, поэтому мы вас ждали. Я не знал, кого вызовут. Они нажали тревожную кнопку. В то. В трав, ёпта. Нам вызвать самим? Я даже группа содержания. Лучше вы сами наберите. Они не думали, что мы убираем куда-то. Если уже есть правонарушение, вы если как гражданин. Да, сейчас вызовем, оформим, да и все. Да тут еще нарушение маркировки. Как понять, какой срок годности товара? Это вы знаете, что это... Никак. Мальцева, чем можем помочь? Здравствуйте, хотели вызвать сотрудников полиции. По поводу По поводу просроченного некачественного товара. адрес. Адрес, сейчас, секундочку скажу. Да. Сейчас полиция мы...
Вместе выясним, что просрочено, а что нет. Улица Пресненский вал, дом 7, строение 1. Магазин как называется? А магазин продукты просто написано вроде. Гастроном. Гастроном написано. Дом 7, строение 1. Вы не надо со мной с камерой, идите. Я буду передвигаться так. Договориться, говорит, давай как-нибудь надо. Не хочу 300 тысяч платить штраф. Давай как-нибудь, братик. Начинается. Пошел процесс. Там, где я имею на это право. Коррупционные тут составляющие, да? Бан, блядь. Мы уйдем дальше. Давайте. Да, я не буду. Вот там. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все, ребят, вызвали сотрудников полиции. Давайте я вам покажу, что вы купили уже. А то и что руки распускают. Я все понимаю, нормально подошли бы, а то руки распускают. На девушку пытается кидаться дедушка. С мальчиком не получилось, на девушку. Брат, ну... Ты, конечно, делом-то хорошим занимаешься, но... Ну, что ты начинаешь-то? Убери ствол, пожалуйста. Братва, мы не хотим стрелять. Мы наблюдаем. Пытается. А, чек у тебя? Купили вот такое замечательное печенье. От 16-12-22. Срок годности у него 7 суток. Это у нас 7 суток печенья? Мало как хранится печеньки. магазин по адресу Пресненский вал, дом 7, строение 1. Магазин Киви и Ре. Нарушение маркировки, просроченный товар, агрессивные, неадекватные сотрудники. Все здесь. Все изучают. Еще пиво есть? Нет, они сняли целый пол. То, что сняли, мы выкинем, ребята. На коробке нет. На глаз. На глаз. Не на глаз, вот здесь есть, здесь одна. Так это другая позиция. А у этого срок годности, 2 недели. А от какой даты считать еще вопрос? Это вы получили 22-го, а когда дата изготовления? 2 недели, окей, от какой даты? 21 число изготовления, да. А как мы вам поверить можем на слово? Должна быть документация, тем более вы везде пишете, вот у вас везде есть дата изготовления, годен до. Почему здесь не написать? Почему? Настя. Да пропустил бы. Что они Печенье хотят? с арахисом. То же самое. Где то самое? Там годин есть же. Там годин есть же. Где? То есть на одной пачке у вас есть, на другой нет? Можно я еще пиво положу сюда, ладно? Конечно, клади. Что, тоже пустое? О! Ну так. Арсенальная, да, или охота? Немножко дней на 10. Левин Брау? Помнишь, раньше арсенальное крепкое было, как засандолил и упал сразу? До 16-12-22 пивко. Это мужской напиток был, да. Вы что, как это могло случиться? Как это могло случиться, а? Убирай давай, зараза, все. Опять понаставили просрочки, надоело уже смотреть эту. Вот как это могло случиться, да. Есть документация, все есть. Взял, прошелся, посмотрел, все. 11-го. Настенька нашла, вот еще смотри. Чуть больше, чем на месяц просрочены. Ребят, а это, между прочим, нашел оператор. И, как мне кажется, это отличный повод подписаться на телеграм-канал оператора, ссылочка на который будет в описании. Подписывайтесь, давайте поддержим нашего любимого оператора Настеньку. Я уже подписался. Сзади сюрприз. И на наши тоже. Ой-ой-ой, и ваши тоже. Мятая банка. Нет, ну мятая, ребят, мятая это уже не... Это нарушение. Ну не просрочка. Какая разница? Это разные вещи. Как какая разница? Они могут сами купить, если есть по скидке, например, в магазине. По скидке мятая покупать. Свои сотрудники не имеют права. Это запрещено. Сам купить и съесть в магазине. Ну ты... По санпинам такое реализовывать. Не, реализовывать нет, сами себе. Куда ты дергаешь-то? Иди и возьми. Там сама просрок еще стоит. Так оно не должно быть на прилавке тогда. Мог и уронить, и не видели, взял, поставил. А что лицо спрятал? Так это мое настоящее лицо. Конечно. Провокатор обычный. Ну пойдемте. Что тут хотят? Кстати, очень глупый провокатор, потому что если уже все понятно, что магазин не прав, зачем подходить и провоцировать? Типа, ну, где есть логика? У меня такое первый раз. Я хочу понять, что в таких случаях делать. Что мне сделать? Утилизировать. Все. Утилизировать. Сейчас приедет полиция, и при них вы утилизируете товар. И все. Их надо ждать? Конечно, их надо ждать, чтобы они зафиксировали этот факт. А если при вас сделаем? Уже нет, к сожалению. Вы вели себя агрессивно, как мне кажется, поэтому нет. Если вы сразу адекватно... Ну, кстати, хочу сказать то, что с Тёмычем, повторюсь, сколько ходим, если сразу люди говорят, все, ребят, не вопрос, там, типа, при вас,
там ножницами, еще чем-нибудь, там покоцать банку. Если прям мега адекватно, сколько раз такие были случаи, что просто, типа, короче, утилизируйте, просто выкиньте. Они прям в ведро выкидывают и на помойку сразу выносят в пакетах. Была такая карусель на моих глазах, так что это... Просто, ну, как не надо себя как быдло вести, это плохо очень. Подошли бы, сказали, ребят... Я не знал, что просрочка здесь. А? Можем что-то сделать, чтобы прекратить? Не, сейчас полицию дождемся, все сделаем, оформим и все. Кажется, дедушка хотел договориться. Но с нами это бесполезно. И вот свежая маркировочка откуда берется. Понятно. Артем. Смотри, ты представляешь? На камеру. То есть люди даже не понимают, что они делают. Ты прикинь? Она просто поверх маркировки херачит еще одну. Смотри. Это которая разговаривала больше всего. Артем. Я потом с вами на улицу выйду. Может, меня до дома проводить? Все на улицу куда-то они выходят. Ну, выйдем на улицу. Дальше-то что? Водить. Артем, хочешь фокус покажу? Давай. Кто-то угрожает чем-то. Они переклеивают просто. Смотри, она просто поверх наклеивает. Ой, прям поверх маркировки старой. Я что, минуточку. Зачем вы трогаете? Руки на складской товар. Какой складской? Он с маркировкой уже. Я взять, может, его хочу, да. Можете. Представляешь, что творится? Представляешь, нет? Могу. Потому что здесь не прилавок. А как я могу понять? Вот товар у вас лежит сзади также. И что? Сзади вас тоже товар. Ну вот, я и там, и тут беру. Ну, типа везде прилавки, ну такое. Везде беру. Двойная маркировочка. Ну, весы обычные. Она прям в зале, прикинь, берет просто поверх, херачит вторую маркировку и все. Посмотрите, ребят. А, ты уже фиксировал? Да. Она прям приклеила. Ой, молодец какая. Фиксируй. А вы не подскажете, пирожки хорошие? Да, от сегодняшнего числа, не спорю, хорошие просто они. Просто тут написано хранить при от 2 до 6 градусах, а мне кажется, здесь явно не 2 и не 6 градусов, здесь комнатная температура. Сейчас зима. А, зима, то есть у вас в магазине 26 градусов, вы в кофточке легкой. Двойная маркировочка. О, ты где взял? А, у нее под носом. Прям при нас приклеивают. Ну, ребят, смотрите, я думаю, вам видно все. Знаешь, что он сказал? Молодой человек, который рядом с ней стоял, говорит, кража со складского помещения. Со складского помещения кражу совершил. Со столика взял. Да, конечно. Ой, бля. Нет, неправда. Он Смотри, не краснеет даже. открыл печенье, можно я попробую? Понюхаю. Понюхал и сказал, тухлятина. Следующее. А слово просрочка человек не говорит. Нет. Вы не сказали ни разу? Изначально я не говорю. Почему он должен вообще что-то говорить? Вы херачите наклейку на наклейку. Что, с ума сошли совсем, что ли? Бабуля придет, она же возьмет, она наестся, потом будет на горшке сидеть. Просрочка, конечно, я сказал, не нравится такой товар, плохой Из-за вас, зараза. товар. Он сказал, нет, не нравится товар. А самого бабуля старенькая. И печенье знаешь, как любит? Да, в чай макает. Дай бог здоровья. У кого бабушки, ребят, пожилые родственники, давайте я вот так скажу, большого, крепкого здоровья желаю всем. Неважно, там, любите меня, хейтите, большого вам крепкого здоровья, пусть все будут здоровы. Интернеты это интернеты, а все-таки, да. Так что, чтобы все было хорошо, давайте. Кто болеет, поправляйтесь, ладно? Все. Чтобы завтра все бабушкам позвонили, у кого они, конечно, еще остались. Позвоните и спросите, как дела. Чтоб, знаешь, как приятно будет. Даже сейчас несколько сотен тысяч сейчас посмотрит этот видеоролик. Представляешь, сколько бабушек осчастливит? Один человек всего. А ты возьми и позвони. Ты позвонишь, я не позвоню, я съезжу завтра сам. Я тем более завтра снова увижу. Да. Не, ну у кого остались, я имею в виду, бабушки, дедушки, поняли. Следующий, давайте тухля. Я говорю, пришли нам Рождество портить, да. Потому что если бы сказал бы сразу просрочка, до этого всего не доводили. Они вообще невменяемые, они не понимают, что происходит. Они реально, ну, то ли глупые, то ли невменяемые, то ли не понимают, что это такое. Я вам должен указывать, что это просроченный товар, да? Нет, ну что это такое? Раз вы говорите, что вы недовольны. Я проверил, да, органолептические свойства товара. Матом не ругались. Нет, матом не ругались. Если что, на самом деле может открыть товар. Если он не просрочен, ну, конечно, обязан. Так я и думал, что дурака валяют. Если он просрочен, Я думал, что вы дурака валяете. На самом деле, А зачем руки-то тянуть? Камеру пытаться выхватить и так далее. Ну, может, всегда адекватно. Но он и на паренька, да, бросался, и на девочку. Ну, такое. Нельзя себя так вести, отец, но это плохо. Ладно же решить вопрос. Вот Что приходят это такое? нормальные люди, приходят и говорят, ребята, вот у вас просрочка. Ну, люди Составляем разные, акт понимаете? или там просто нам помогают, что вы пропустили. Ну,
Тебе дали понять, надо было думать тогда. Вот. Ну, мне почему-то кажется, между прочим, что он реально расстроился, он реально, расстроен и раскаивается в том, что они сделали. Не знаю почему, но я хочу в это верить. Проверить сроки. Понять, понимаешь? Надо было взять и посмотреть. Они... Вместе с ним понюхать. Он говорит, воняет, да, возьми, посмотри. Может быть, хоть что-то человеческое, это есть в человеке. Можно было посмотреть? Ну, что-то такое. Значит, не просто совесть. так человек делает. Ну что? Это сейчас надо описать. Да, сейчас сотрудник полиции опишет все. Мы не можем. Ну как его там сначала? Мы не можем, чтобы они это быстрее было. Участковый. Сотрудник полиции должен зафиксировать этот факт. Ну это нет, это все понятно. Нет, да, мы не можем. Вы можете что угодно, но после полицейских. Нет, он потом проверит. Нет, не можете. Уже специальный бланк заносится, протокол осмотра. Не, ну он может, но все равно, ребят, почему вы так в людей совсем не верите? Ну, может, все равно, но он, конечно, он понимает, что он хочет побыстрее все это прикрыть, эту лавочку. Штраф не хочет, конечно же. Крупный, между прочим, самый крупный штраф, самый мало приятно это. Так что, ну... Да. Это все про видеосъемку. Иди прилавки проверь свои с тухляком. Зараза такая-то, посмотри, стоит. Всех в магазине. Ну, то есть их можно засудить? Да, по 152.1 гражданского. Засудится все. Обязательно. Удачи. Думаете, нет? Удачи. Есть 29 статья Конституции, по которой человек имеет право снимать везде и все, за исключением, если у него что-то. А это снимать на здоровье, ради бога. Я тебе еще раз верю. Я сказал, Полностью. Куда ты руки тянешь? надо было нашим даже вот уже вникнуть, что раз человек говорит, просто посмотреть. А я вышел и думаю, дурачиться просто. А может вы нам подскажете, пока еще по товару тогда? Подойди. Подойди. Пойдем. Представляешь, что А вот происходит? смотрите, пирожок жареный. Директор магазина говорит, подойди. Убери эту шляпу эту с прилавка. Не пойду. С картофелем, да? Свежей датой. Но условия хранения у пирожка от 2 до 6 градусов. Они лежат в тепле. Почему пирожки хранятся с нарушением условий хранения? Они должны в холодильнике лежать. Отец, убирай, разгони этот ужатник и возьми нормальных сотрудников. Но у вас не такой большой магазин, не мегамаркеты же какие-то там эти астрономические. Ну возьмите, пройдите по всему товару. Господи, ночь одну потратите, вы все прилавки перелопатите в несколько этих направлений, пройдитесь. Даже сами можно самим это сделать. А почему так происходит-то? Не углядели, надо сотрудников, надо там в чувство да, приводить. Кстати, на всех товарах, которые упакованы. Не, это творится повсюду, я солидарен с чатом, конечно. Это везде, это не то, что там магазин плохой или там это плохой. Это уже как система, это, ребят, это только штраф поднимать, уголовное преследование вводить, еще что-то, я не знаю, там, я не юрист, я не могу сказать, что нужно. Но то, что с этим нужно что-то делать, это факт. Народ травится, народ потом здоровье свое, черти пойми, поскольку лечит. Это все потом может сказаться, а может и не сказаться на здоровье. А может кто-то там с пищеварением потом мучится, там не знаю сколько. Ну что, это нормально, что ли? Упаковываете в отсутствие потребителя. Вы обязаны клеить маркировку. Когда вы вскрыли... Но он как директор, что жалко? Он как директор, он должен смотреть. Ты посмотри, что творится. Рыба с головы гниет. 100%. Он должен был следить. У него люди в зале прям наклейки переклеивают. Это же просто атас какой-то. Товар, когда упакован, когда изготовлен и так далее. А там нету, да? Я думаю, там нет ничего. Опа. Одна вздутая, вторая нет. Смотрите, ребят. Одни сосиски хорошие, а вторые уже вздутая упаковка. Они еще один день годные, но упаковка уже вздулась. А если вздутая упаковка, это хорошие сосиски или уже не очень? Ну, не должно быть. Я тоже думаю, не должно быть. Тут даже смотри, что я заметила. Они, ты посмотри, это первое, где это. А маркировку оставляют родную. Только не на каждых яйцах, а просто один. И вот здесь. Гринч и считается наглым похитителем Рождества, но все-таки скоро Новый год, время чудес. Согласитесь, магазин все-таки не самый плохой, да, и директор признал свою ошибку и согласен все это утилизировать. Ну это я полностью солидарен. Молодец, мужик. Ну что мы, главное, как говорится, вовремя осознать то, что ты что-то не то делаешь. Ну правильно же?
Поэтому я думаю, давайте сегодня будет небольшое новогоднее чудо, и мы без полиции просто это сейчас с директором вместе утилизируем. Так сказать, сделали ему замечание. Надеюсь, в следующий раз они будут внимательнее следить за сроками годности, потому что у меня реально сложилось ощущение, что директор действительно понимает. Не-не, но он расстроился, он реально расстроился, ему просто видно по-человечески. Я бы тоже так сделал. Вот в этой ситуации, ну, реально, я бы не стал тоже там душить. Что они неправы и признают свою ошибку. Как вы считаете, ребят? Я считаю, это будет правильно, поэтому мы сейчас отменим вызов 102 и вместе с директором все это утилизируем. Как вам наше предложение? Я вот тут Олегу сказал, что это всего лишь человеческий фактор. А, еще, да? 15:05, 6 месяцев. Вовремя. Ай, я чувствую, передумаю, пока Максим ходит. Нам от вас нужно, чтобы вы просто убрали некачественный товар с прилавка, который сейчас есть на прилавке еще. Еще завтра я буду все это переворачивать. Нет, при нас, чтобы сейчас убрали. Да нет, я почему-то ему верю. Я не знаю почему, я почему-то верю. И нарушить целостность упаковки, чтобы вновь товар не попал на полки. Коля, Настя, идите сюда. О! Нет, занимайтесь. Я за вас же не буду выполнять вашу работу. Шара. Там или ножницами, там, короче, повредить, типа, упаковку на ШП точно не взяли. В принципе, если бы изначально это предложили, мы бы ушли сразу. Я не понял, в чем дело, ребята. Не понял я, что просрочка там. Я же говорю, я думал, просто вы, дураки. Не, но все это дешевле, правильно, чем заплатить огромные штрафы. А, еще вопрос, почему на товаре двойная маркировка? Одна этикетка и сверху прям другая сразу. Спалився? Вы же это делали при нас, на камеру. Я это в зал не выкладывал, я молодому вашему. На прилавке лежал товар. Не на прилавке. Ну, для меня все, а что в зале, это прилавки. Который у нас стоит стол. Стол это не склад. Вообще просто мозг, он вышел из чата вообще абсолютно. Ну, это вообще атас. Это... Я даже не знаю, вроде и женщина, и не хочется обидные слова говорить, но это просто какой-то кошмар. Я думаю, понимаешь, что так делать нельзя. Причем вот сама же траванется, вот потом от таких же вот горе-продавцов. Будет же ведь вонять на весь магазин, прибежит. А сама такими вещами занимается. Я понимаю, ну ладно, хрен с ним там. Давайте уж объективно. Но печеньем, там, я имею в виду, без начинки, ну, живот может, да, поболеть, еще что-то. Ну, всякими беляшами с мясом, этими, как его, эклеры с кремовой вот этой начинкой, вот эта вот вся хрень. Ну, ребят, ну это же, это можно травануться так, что можно уехать, ну, 100%. Вы же знаете такие случаи, когда или близкие, или вы, не дай бог, там, или с друзья, знакомые травились. Можно отравиться, я говорю, к апостолу Петру на прием отправиться. Но это что, это шутки, что ли? Да вы больше не спорили. И слепнут люди, и что только не происходит. Все, и не делали так больше. На камеру все зафиксировано. Если бы изначально поняли, что делать, и не надо было бы давать. Отец, выгоняй этих сотрудников к чертовой матери. Я говорю, возьми их, он лучше молодых каких-нибудь ребят, которые реально будут работать. Здесь даже не в возрасте дело. И поменяли маркировку просто порядочности дело. Не для того, чтобы выставить, конечно, нет. Я думаю, такой не выставите уже на полке. Ребята, ну, я же говорю, завтра мы совсем другое сделаем. Инвентаризацию полную. Так, все. Семечки, что ли? А, семечки. Как могло попасть в партию? Там по 9 банок бывает. Как? И пойдемте в зале уберем то, что осталось. Смотрите, сразу вам объясняю тоже на будущее. Я вам обещаю, завтра мы здесь делаем полную инвентаризацию. Про яйца. На каждой упаковке должна быть маркировка. На каждых яйцах, вот как здесь, видите? Клеют. Я видел, между прочим, хочу отметить, в нашей десяточке. Заходил специально. А ты знаешь, что делают? Вот так же вот у них лежит вот эта штучка, вот эта вот, как она, бумажечка-то эта. На каждой упаковке вот эта штучка-то, этот квадратик наклеенный, когда, чего, где упаковано. Отдельно прям сидели, клеили люди. И зато все понятно, и ничего не нарушает. Причем много где я замечал, клеют. Это все, я говорю, рыба с головы, как говорится, да. Так что, ребят, обращайте внимание, яички тоже можно, как говорится, встрять очень сильно с ними. Убирайте сейчас эти яйца тоже. Убирайте. Лёх, убирайте. А они вот, если даты, которые вот там. Не имеют права по ушам торговать. Товар упакован в отсутствие потребителя. На самом товаре должна быть маркировка. И вот тут то, что порезано, но не промаркировано, надо убрать.
Меня радует, на самом деле, адекватная реакция по итогу. Главное, что все хорошо закончилось. Согласен. Главное, наша цель выполнена, просрочку убрали. Все, что не промаркировано, надо убрать. Ну, вот, творог, да, все. Ну, отец, ты чего начинаешь-то? Что-то он расстроился прям совсем. Интересно, вот эти перепелиные яйца не в холодильнике? Вроде в холодильнике перепелиные должны. Нет, они могут храниться меньше дней, не в холодильнике. Опа. А яйца тоже... Мне кажется, ему за самого себя обидно стало. Никто никого не доводил и не загонял. Не надо рассказывать. Это директор магазина, и ему по делу сделали замечание. Причем еще и на уступки пошли. Их могли бы оштрафовать настолько, что мама не горюй. Просроченные, ребят. Плюс он и сам кидался, не забывайте. Просто обидно стало человеку. Обидно за то, что, ну, сам себя глупо, мне кажется, повел. И мне бы обидно было. Я бы подошел бы, извинился, если бы такие вещи бы натворил. Что это, нормально, что ли? Тем более на девчонку там кидаться. Что, она стоит, снимает и снимает. Ну, пусть снимает. 27-го... Я думаю, что это совесть, да. Я думаю, все равно это где-то отголоски совести, тем более старые закалки люди. Я думаю, что да, осознал человек. Я тоже так думаю. 10-го срок годности. Вы видите сами, просроченные яйца перепелиные. Девушка, сыры, все то, что не промаркировано, надо убирать. Вы, как не хочется работать. Не желаем жить, а? По-другому ходим мы по краю. Вот ни совести, ничего нет. Вот, все ходят, все что-то ерепенятся, что-то... Ой, какая... Смотри, конфеты Аленка вафельные и разные даты. Двойная маркировочка. Вот она, опять налепила. Опять? Не выставляют они. Это выставлено было? Да. Зафиксировал? Да? Такая ювелирная работа. Так. Я у мамы ювелир. Смотри. Смотри, прям клеит. Смотри, и не лень же, а? Знаешь, сверху новенькую маркировочку прибубенить так, чтобы даже не видно было. Ювелир. Смотри. Конфеты Аленка. Смотри, здесь как просвечивается. Смотри, конфеты Аленка вафельные. И даты-то разные. Тут до 09-23, а там 12-22. Вот это правильно. Вы же правильно сказали, есть кому убирать. Еще. А товары с двойной маркировкой же вы не выставляете на полке. Это ж со склада взял активист. А как что вафельные конфеты оказались? Да, дела. Вот, смотрите, какая стала дата упаковки. А вот какая была дата упаковки. Стал 12 месяц, а был 10 месяц. Срок... Ты представляешь, по 2 месяца. По 2 месяца. Берут и хреначат на конфеты. А потом их берешь и... Как его? Белые с налетом. От того, что старье купил. Мне кажется, все так покупали. И шоколадки, бывало, покупаешь. Не просрочены, но срок годности по их же маркировке продлился на 2 месяца. Это не потому, что срок вышел, а потому что... Мать, не лезь, пожалуйста, туда. Ну ты-то хоть, ну, хорошая же женщина. Ну прекрати, пожалуйста. Этикеточка, но она, теряется вот это вот. Какая этикеточка теряется? На 2 месяца вы переклеили. Ой, прекрати. И поэтому продлили срок годности на 2 месяца. Могли бы дату написать, вот такую же, как здесь. И вопросов бы не было. Почему товары перемаркировываете, вы мне объясните. Почему срок годности продляете? Вот, старая маркировка была до 0,7 месяца, а если вы новую поднимете, стало до 0... Свежие конфеты, как может быть? Это свежие. А почему там маркировки... Свежие конфеты. Свежие конфеты уже дома у этой лежат. Продает из-под полы, наверное. Свежие конфеты. Тебе сказали, отец, ну по вашей же даже маркировке уже никто не говорит, откуда они вообще взяты. Уже, наверное, 8 раз уже переклеено все. И 2. Одна на Свежие. второй. И сроки годности разные. И тут тоже самая двойная маркировка, если отклеить. Просто тут мы отклеили, а тут не стали. По поводу 23-го года. Даты разные. Там до 0,7, тут до 0,9 месяца. Двойная маркировка, обман потребителя. Не обман потребителя, знаете что? У нас бывает еще. Это я могу сказать, в данном случае я разберусь, а вот я знаю одно, что я сам даже говорю, сделайте новый ценник. Для чего? Бывает иногда смывается. Месяц вы перебиваете. Куда, чего, где, у кого смывается. Подошли, конкретно сказали. Какой... Ой.
Так почему такую же дату не поставить? Не штрих, да. Годен до. Да. Опять синдром захватил. Поняла? После этого к чертовой матери снимаешь, понимаешь? И дата должна быть такая же, как была. Они говорят, что они коробки не хранят. Коробки надо хранить. Коробки, ну а сколько их хранить? Ну, не саму коробку, а вот такую этикетку на коробке вы можете вырезать. Да, мы вырезали, это было. Почему потом перестали? Вот такое делали. Да потому что все на все забили. Нигер. О, Хьюго. Извините. Что случилось? Почему перестали делать? Почему? Я спрашиваю. Я говорил, выкидываете? Выкидывали, да. Выкидывали? Хранили, а потом... Пока не продался весь товар, надо оставлять. Продали все конфеты из этой партии, выкинули от новой. Нам говорят те такие вещи, которые, то, что мы знаем. Вот это обидно. То, что мы знаем. Убирает? Я не знаю, что она продает, убирает, что он делает. Потому что везде должна быть дата вскрытия, когда вы вскрыли этот товар. Как узнает даже сам продавец, когда он нарезал. Там же срок годности сокращается же. И это было у нас. Не думаю, что это дорблен. А не подскажете, этот сыр с плесенью? Твою мать, и продают по 1125 рублей. Чики-бомбони. Барнаул. По 1125 рублей килограмм. Ой, да, с плесенью? Давайте вы сначала уберете до конца, потом уже будете раскладывать. Вот эти, да, убрать брусы? Ну, то, что нарезано. То, что порезано. Так, тут вроде нарезки больше нет, все. И в колбасах то же самое. Я Олегу говорю, ну что, пошли химию глянем? 20 секунд спустя. Дата изготовления 28.11.2017, срок годности 4 года. До 21 года получается, до 11.21. Больше, чем на год просрочено. А химию вы не проверяете до 21 года? Хорошо, правильно, очень хорошо. Да, ребят, для многих из вас, возможно, больше откровений, но не только на продуктах питания есть сроки годности. Понятно, что, скорее всего, если вы купите просроченную химию, вы не отравитесь и не нанесете вред здоровью. Но банально, может быть, аллергия может повредить вещь, для которой вы эту химию покупаете. А если вы покупаете средства для тела, вы можете повредить кожу. Ну, тут такое, да, можно шампунькой так головушку помыть, что это... Потом, ну, не знаю, я бы не стал экспериментировать по 2 года. Я не думаю, что что-то прям, знаешь, типа глобальное будет, ну, такое. Да понятно, что дед сарказм. Ну, будьте внимательны просто на будущее. Все, Дед ребят, уже в шоке продукцию, стоит. которая была упакована в отсутствии потребителя, но не промаркирована, мы убрали. Ну что, исправляйтесь. Пол прилавка. Больше, чем даже пол прилавка. Просто ушло. Возврат надо сделать, закупленный товар. Да, там все. Я купил. Вы деньги заплатили? Да, конечно, на кассе у женщины вот у этой. Настя! В кассе пусть возьмет. Ты что пререкаешься? Ну прекрати себя вести-то так. Ну что ж такое-то, а? Ну что все выеживаемся-то? Залезет в кассу, что ли? Печенье даже, дайте даже. Потерялась? Да, вы же его утилизировали. Сочувствую. А что вы нам сочувствуете? Не мы ж тут работаем. Я вам сочувствую по-человечески. Несчастный вы человек. Как вы это Конченые, просто извините, но меня больше никак назвать не могу. Ну серьезно, ну это просто жесть какая-то. поняли? Я не работаю в таком тухлопритоне, поэтому вы ошибаетесь. Да нет, вы знаете, просто Вы уверены? здесь суть в чем? Все. Ты-то отойди, куда ты-то пришел? Боец ММА. Миксфайтер мамин. Все что-то Что за народ, а? Всего вам доброго, не травите граждан. С наступающим. До свидания. А вам, Олег, до встречи. Где увидимся? Нет, просто до встречи. За гаражами? Где? На улице? Где? Где поджидать будешь? Хоть скажи хоть. Ходить там не буду. Ну это атас какой-то. В постель к нему ночью придете? Не исключено. Вы по мальчикам? Ну, это мое личное дело. Ну да. Я недавно город Химки проезжал. Видел его там, торговал кое-чем. Деревянными членами торгуете. Ну да, это ваше личное, в принципе. Развлекайтесь как хотите. Смотри, масочки надели. О, в масках все появились сразу резко. Были без масок, стали в масках.
Не травите граждан. До свидания. Я весь мокрый. Но в преддверии Нового года, я считаю, мы поступили правильно. Очистили магазин, дали данному магазину и его, я понимаю, директору второй шанс. Все-таки, как мне показалось, дедушка понял свою ошибку. Не, что-то мне кажется, я так страшный. Вот так получше. Поэтому, друзья, всего вам самого наилучшего. Я вас люблю, я вас уважаю, вы у меня самые лучшие. И мне сегодня помогали мои верные олени. Да, обидно, говорит. Мальчик, девочка. Я мальчик. Ну, похож на девочку. Вот она! Я сказала, стартуем! Мальчик, девочка. И Максим, у него есть YouTube-канал свой, Максимка, проверь. Очень хороший, кстати. Макс, здорово, мы с тобой, который вот следующий ролик у Артема Вульфа выйдет, рад был очень личному знакомству, очень хороший, позитивный человек на самом деле. Молодец, молодец. Давайте на Максимку тоже, не забудет у меня этот монтажер этот, оставить ссылочку. Давайте на Максика тоже оставим, поддержим. Так что, как говорится, да. Могу. Ссылочка будет в описании. Ну и ссылочка на одинокого Олега тоже будет в описании. Одинокий Олег. Ребят, подписывайтесь на моих помощников. Также сегодня нам помогала прекрасная Анастасия, которая все время находилась за кадром. Ссылочка на ее телеграм-канал также будет в описании. Всего вам самого наилучшего. Лайки ставим, на канал подписываемся. Комментарии пишем, какие ребята все красавцы. Пишем свое мнение, как бы поступили вы. Простили или сразу по полной. А на этом всем удачи. Всем пока. Ну, я что скажу, что... Вот я скажу от себя следующее, что вот следующий выпуск, вот скажу следующее, что следующий выпуск, вот который Артемка зажопил, снимали до Нового года, ходили там, сколько мы, 6-7 часов стояли, с ума там не сошли стоять. Вот он вообще, знаешь, какой хороший. Там я, как всегда, тайный агент. До последнего не раскрытый. Пожилой агент 0054. Там все увидите в ролике. Там никто не понимал, свой он или чужой. Штирлиц еще никогда так не был близок к провалу. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И давайте все вместе, ребят, в комментариях у Артема попросим, пожалуйста, Артем, давай уже нашу с тобой предновогоднюю. Ну и зови на новые эти рейды. Я могу. Мне понравилось. Я никак не ультану. Они ко мне не подходят. Они... Я не знаю, я то ли... Как этот последний мальчик, понял? Этот тихий, спокойный мальчик с последней парты. Культурный. Автомат собирает, разбирает за 12 секунд. Всем хорошего настроения. Ссылки в описании. Все, давай. Удачи.